Телевизор с 4К разрешением, системой Powerwall, Bluetooth пультом, удобным интерфейсом Android TV, возможностью загружать различные приложения, технологии MEMC для автоматического восстановления кадров. Обо всем этом и не только можно прочесть в рекламе к телевизору под названием Xiaomi Mi TV P150. Модель L50M6 6A-RG. Но как же на самом деле дела обстоят у данного устройства, я сейчас вам расскажу. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы, и сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я буду обозревать Xiaomi-шный телевизор. У меня было несколько TCL-ок, у меня есть Huawei-овский телевизор, у меня есть Xiaomi-шные, получается, мониторы, и теперь будет еще Xiaomi-шный телевизор на 50 дюймов. HDR10+, разумеется, Dolby Audio, Dolby Vision, HDMI вход и всего чего. Разумеется, сразу всем, кто собирается покупать подобное устройство с воплем, ну все, я теперь смогу на 120 Гц играть в PlayStation 5, нет. Вам нужен HDMI версии 2.1, можете смотреть специализированные каналы, можете пытаться поверить продавцам. Дешевых таких телевизоров, в принципе, не бывает, тем более больших размеров. Вот так это дело выглядит. Реклама моря, есть здесь Google Ассистент, но самое главное, правильно, что внутри. Здесь написано Front, это значит перед, там написано Back, это значит тыл. Назовем это демократично и по-военному, да? И 4К Ultra HD на таком размере будет выглядеть неплохо. Вот такой у нас пульт. Разумеется, здесь есть возможность, по-моему, голосового ассистента. Он Bluetooth, Око, Иви и Кинопоиск. Уверен, что он программируемый. Кнопки прорезинены, все очень приятно. Будем искать еще бесплатные нам батарейки в комплекте. Здесь у нас, разумеется, для ножек 4 металлических болтика, ножки, притом ножки, по-моему, из пластика. Ну-ка, барабанная дробь еще и глянцевая. Да, документация. Рекомендация, что доставать этот телевизор можно только вдвоем. Батарейки закинули, максимально дешевые, но тоже приятно. Напоминаю, что подобное устройство можно, конечно же, покупать где-то в сети. Но вы должны всегда помнить, что при получении подобного товара вам необходимо включить в первую очередь мозг, во вторую терпение, уточнить, сколько у вас времени будет на проверку, потому что матрицы это такое дело. В TCL, допустим, я когда обозревал ее, не особо напоминал, потому что у TCL не то, что контроль качества лучше, TCL в принципе себе оставляют только лучшие матрицы, потому что они являются производителем этих матриц. Еще одно напоминание, что желательно доставать его вдвоем, одному это непросто. Я бы сказал, что однозначно для безопасности вашего девайса нужно это дело распаковывать не одному. Вы заметьте, как здесь защищена матрица. Молодцы в этом смысле Xiaomi-то. Вы заметьте, сейчас вы очумеете, как и я очумеваю, я думаю. Здесь есть пленка на самом экране. Я такого не встречал. Ну вообще заморочились, прям заморочились. Рамки я здесь вижу небольшие. Разумеется, никаких царапин здесь нет. Для начала, здесь есть механический переключатель. Он у нас активирует, либо деактивирует физически, скорее всего, микрофон. Во всяком случае, так здесь сейчас написано. Кнопка для управления. Если мы хотим иметь гарантию, мы не должны все это дело сдирать. Сменный кабель для питания плюсом в карму. Сеть, оптика, колокольчики любимые, спутник, кабельная, USB 2.0, к сожалению, не 3.0, но ничего, ему особо это и не нужно, 3.0. HDMI 1, HDMI 2, ERC, HDMI. Дальше у нас сеть, телефонный выход и еще один USB. 4 крепления есть для того, чтобы вешать его на стену, но вот это дело я бы уже советовал вешать на что-то более-менее приличное. То есть какой-то колхозный вариант покупки за 1500 рублей крепления на стену я бы не рассматривал. Если вы не видите каких-то, допустим, как в прошлый раз я не показывал тестов на серый цвет, еще что-то, послушайте слова, смысл от того, что я все это дело снимаю, вы видите раз на своем источнике, здесь я это покажу, 2, вы видите мой источник захвата, 3, что-то перерендеривает YouTube, это очень часто видят те, кто снимают на фото, видео, на телефоны, потом закидывают на компьютер, видят на одно дело на одном мониторе, после рендера на том же мониторе на YouTube видят другое дело. Здесь я все протестирую, расскажу вам, а вы будете делать выводы, но такие штуки лучше выбирать
придя в магазин. Но не на какой-то демо-версии того, что они делают, потому что демо это всегда супер сочно, ярко. Нужно обязательно идти со своей флешкой, со своим фильмом, который вы где-то видели и понимаете, как он будет выглядеть, либо со своей музыкой-клипом, это идеальный вариант, вы услышите еще и колонки. И после этого уже делать выводы и покупать намного дешевле на том же Тмоле. Опять же, это мои лайфхаки, ваши могут быть другие, ваши может быть просто скрестить пальцы и кому-то там поверить. Это не мой подход. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе же мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе, телеграм-канал взаимопомощи и, разумеется, не забываем, что еще мы разыгрываем в этом месяце OnePlus Nord N20 SE, смартфон от BBK. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к телевизору. Полетели. Поставляется данная модель в единичной расцветке, но с разными диагоналями, а именно 32, 43, 50, 55 дюймов. Дизайн устройства лично мне очень даже нравится. Материалы качественные, как и сборка. Ничего не скрипит, не люфтит, хотя вы вряд ли его будете носить с собой. Задняя панель телевизора из пластмассы. Размеры телевизора 1117 на 653 на 84 мм без подставки. С подставкой высота 711 мм, а толщина 277 мм. Вес данной модели 9,9 кг, почти 10 кг. Ножки обыкновенные, в целом свою задачу отрабатывают хорошо. На нижней части расположили кнопку питания и переключатель для включения или выключения микрофона. С помощью микрофона можно управлять всеми устройствами умного дома, вызывать голосового помощника от Google и многое другое. В целом на расстоянии 2,5 метров он работает корректно. Звук стерео с технологией объемного звука Dolby Audio. Качество звучания неплохое, минимальная громкость меня удовлетворила, так как на расстоянии 2,5 метров я мог слышать речь в фильме и при этом не мешать спящим в соседней комнате. Громкости достаточно и различные пресеты с настройками звука, разумеется, на борту. Но я советую сразу докупить внешнее устройство, к примеру, саундбар, если вам, разумеется, нужен качественный звук. Также есть съемный кабель питания, длины которого вполне достаточно. Хорошо, что съемный, правда? На стену повесить телевизор возможность есть, используя 4 винтовых отверстия для кронштейна веса 200 на 200 мм. Из интерфейсов есть разъем для подключения наушников 3,5 мм, 2 USB-порта версии 2.0, 3 HDMI, один из которых EARC. Можно спокойно подключать HD-плееры, цифровые приставки, компьютеры, игровые приставки или DVD. Также мы имеем вход для карт SI, вход для антенны, AV-разъем, разъем под оптический кабель и LAN-порт. Цифровое телевидение доступно, что очевидно. Далее в комплект также входит Bluetooth-пульт, разумеется, на 360 градусов, который в использовании очень даже удобный, это вам не инфракрасник. Вдобавок в нем разместили кнопки быстрого доступа к некоторым сервисам, а также кнопку вызова голосового ассистента от Google. Но звук нажатия кнопок громкий, как по мне, а также нет кнопки Mute. И чтобы выключить звук, нужно быстро нажать кнопку громкости 2 раза. Далее. Диагональ экрана в моем случае 50 дюймов, тип экрана LCD, разрешение 3840 на 2160 точек, 4К Ultra HD. Псевдо 10 бит, а точнее 8 бит плюс FRC, что неудивительно, учитывая стоимость. Цветовое пространство DCI-P3 94% покрывается, поддержка Dolby Vision и HDR10+, а также технология MEMC для автоматического добавления компенсирующих кадров в контент. И, к слову, в основном эта технология отрабатывает хорошо, но в картинках видны фризы. Угол обзора 178 градусов, процессор MediaTek 9611 Cortex A55 с 4 ядрами и тактовой частотой максимум 1,5 ГГц. Графический процессор Mali G52 MP2. Оперативная память DDR на 2 ГБ, внутренняя память eMMC на 16 ГБ, операционная система на базе Android, интерфейс Android TV. Обновить, к слову, прошивку по воздуху можно в настройках, что даже очень удобно. Wi-Fi 5 версии не последний, Bluetooth тоже не последний, версии 5.0. Так что внешние источники звука подключить по Bluetooth возможность есть. Потребляемая мощность 125 Вт. Далее на стартовой странице нас встречает интерфейс PathWall. Это система, которая предлагает различный контент, а также можно воспользоваться умным поиском. Данная система встречается только в телевизорах Xiaomi. Далее мы имеем привычный нам интерфейс Android TV. В нем есть различные предустановленные
установленные программы, а также через Play Market можно установить все, что потребуется, что, конечно, для нас является большим плюсом. Файл-менеджер также на борту, загружать приложения, просматривать фильмы, видео, изображения и так далее возможности есть. В настройках есть все возможные настройки телевизора, что стандартно для андроида, настройки главного экрана, языка, хранилища и не только. Функция трансляции экрана на борту, но работает это дело крайне плохо. В целом сам телевизор за время использования меня порадовал. Он не лагает, не тормозит, но я его использовал только с платными сервисами. Как дела обстоят, если использовать тот же ТВ-браузер, я не скажу, хотя предполагаю, что будет та еще морока. Подсветка хорошая, яркости хватает, явных засветов я не обнаружил, что радует. Если говорить о стоковой картинке без применения настроек, то, как по мне, картинка хорошая. Цветопередача приятная, четкости их достаточно, цвета насыщенные, контрастные. В целом за этот прайс мы действительно получаем отличную картинку. Но я, как и во многих телевизорах, которые тестирую, пытаюсь подогнать картинку через настройки под свои предпочтения. Так как производитель предоставил все возможности настройки для персонализации экрана, это было несложно. Также отмечу, что картинка не дерганая во время сцен с плавным передвижением камеры. Четкость картинки сохраняется от центра к углам. Далее, для подключения игровой приставки данный телевизор не худший выбор, но и не лучший. Для нетребовательных пользователей, разумеется, хватит. Для других, логично, что HDMI версии 2.1 реально здесь нет. И 120 Гц тоже, так что если вы хотите подключать плойку, максимум она вам не покажет. Во всяком случае, 5 это точно. Минусы: пульт не имеет кнопки мьют и издает громкие щелчки при нажатии на кнопки. У самого телевизора рамки хотелось бы поменьше. Звучание динамиков лично для меня не топ. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Доставка, разумеется, из России и, скорее всего, бесплатная, если ваш регион не совсем уж далекий. Если промокоды смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Вчера выгрузил 2 лайфхака. Один, как правильно носить наушники беспроводные. Разумеется, во всем кажется, что все правильно их носят, но это не так. Посмотрите на улице, на людей. И второй, как правильно подключать телефон на андроиде или iOS-системе для стриминга его картинки в Твиче или на Ютьюбе. Да и вообще, вдруг на момент вашего просмотра появятся какие-то супер скидки, я туда обязательно скину промики. Резюмирую, телевизор Xiaomi Mi TV P150 действительно отличный выбор за свою стоимость. Опять же, учитывая, что на него скидка и вот не в стоковой цене. В использовании он меня порадовал, так как заметных проблем я не встречал. Ни засветов каких-то лютых или еще чего-то. Картинка достойная, и в целом негативных эмоций данный телевизор у меня не оставил. Яркости, контрастности и всего остального мне хватало, как и функционала. Не забудьте подписаться на канал. Всем, кто оставит любой комментарий, огромное спасибо, вы помогаете проекту Девайс Суда. Добра и удачи вам, дорогие друзья!